Эти свежие идеи постепенно прокладывают себе дорогу. Кажется, нынешнее состояние дел в мире устраивает очень немногих. В научных кругах все настойчивее утверждается необходимость новой познавательной парадигмы. На том же настаивают с большим или меньшим успехом современные духовные движения. Новый подход к осмыслению мироздания требует глубокого переворота в человеческом сознании. На первое место должна выйти не постановка внешних задач, но внутреннее преображение человека. Все это может показаться выдумкой, если не вспомнить, что согласно Священному Писанию Царствие Небесное приходит неприметно. Мы уже были свидетелями того, как без фанфар и предзнаменований обнаруживаются многие значительные перемены в человеческой истории. Может быть, мы вновь приближаемся к этому порогу, к этой двери. Но не должно ли и искусство сыграть свою роль? Когда в последний раз вы были потрясены романом, картиной, симфонией, спектаклем? Тремя первыми, может быть, и недавно, но вряд ли это были современная живопись и музыка. Я говорю не об удовольствии, не о приятных ощущениях. Они плод чего угодно, но не художественного творчества. Творчество – это всегда разрыв с миром обыденного существования. Это расковывание, разрывание цепей, привязывающих человека к материальному миру во имя нового мира, перехода в иное, более совершенное бытие. Творчество не борьба со злом и грехом. Оно созидает новый мир, продолжает дело творения. И хотя оно предполагает взаимодействие человека с миром, оно является также взаимодействием человека с высшей силой. Человек как бы передает миру свой разговор с ним. Во всех видах искусства вы имеете дело с результатом такого процесса. В театре этот процесс происходит у вас на глазах. Еще раз, в необъяснимом, непостижимом акте творчества человек покидает пределы земного бытия, покидает себя самого как существо обыденной земной жизни и проникает туда, куда закрыт доступ простым смертным, к вечности. Вернувшись, он передает нам итоги своего путешествия. В театре актер берет вас с собой. И тут самое время вспомнить о теургии. Теургия – совместное с создателем действие. Новый этап эстетического опыта. Перевод внимания зрителя с жизни его окружающей на него самого. Новый тип переживания. Теургия – предел внутреннего стремления художника в мире. Внутренне достигнутый предел творчества. Я хочу познакомить вас с одним из вариантов такого пути. Город был взбудоражен, в смятении. По крайней мере, те его жители, которые ходят в театр, а их немало. Как это случилось, не знаю. Платон сказал бы, потому что это хорошо, этическое требование. Что тут было особенного? Новые отношения, непривычные. Мы привыкли в театре к сопереживанию, иногда говорят к радости узнавания. Иногда бывает еще необъяснимое волнение, тревога, предчувствие тайны, но это редко. Здесь было другое. Особый дар актрисы заставлял занять ее место, и с него открывалась незнакомая перспектива жизни, где обстоятельства не имеют значения. Она ведь преступница, Медея, убийца, но нам было все равно. Нас возвращали к исходным мотивам поступков
и они больше не казались смелыми или опасными, а становились естественными и необходимыми, как воздух. Автор рецензии отказался описать впечатление от спектакля и взял себе в помощь более подходящий инструмент – стихи местного поэта. Такая боль, как белоснежный скальпель, воткнут и равномерно повернут, и горло перехватывает в раз, и нечем вам дышать, и безысходность, и невозможен выдох или вдох. Глаза пророка и самоубийцы на вас глядят, но вас они не видят, а после вас преследуют везде, по листве деревьев, в обнаженной ночи, в случайном отблеске оконного стекла. Затем был еще один подарок городу. Трогательное неземное существо – маленький принц. Пропев свой хрустальный гимн жизни, этот дивный ребенок, страшась гибели, но все же призывая ядовитую змею совершить свое черное дело, взлетал в луче света, растворялся в нем, возвращаясь на свою планету, и больше нам не суждено было его увидеть. Чтобы воскреснуть там, где ты нужен, иногда приходится умереть. «Я бы так не смог», — говорили современники, но и по-другому никак нельзя. Невероятное явление — настоящий театр. И публика это чувствует. Еще немного, и она готова проснуться. Власть тоже что-то чувствует, и она-то совсем не в восторге. Однако дело сделано, событие вписано в ход истории. Это начало пути. Куда он приведет, не знает никто, в том числе и сам путник. У него есть только смутное предчувствие цели и вполне ясное влечение к ней. Но на этом терпение города иссякает. Ролей больше нет. «Дорогая моя», — говорит тот, кто привел ее в театр, — «на цирковых лошадях не возят дрова. Надо ждать. Сейчас не время». Когда я поступала, я познакомилась там с ребятами, которые тоже поступали. И среди них был такой человек, некий Володя Головин, и он мне однажды спросил: «А ты что, хочешь поступать в театральный институт?» И я ему сказала, сопля такая звенящая, я ему сказала на низах драматических, потому что мне есть о чем рассказать людям. Ну, можете себе представить, да? Но меня посмотрел с нескрываемым уважением и больше вопросов не задавал. Потом я поняла, что, наверное, ведь не важно, в общем, сколько лет тебе или еще что-то, важно, как тебя, какой след оставляет в тебе то, что тебе жизнь преподносит. Она во мне оставила большой след, тем более, что я очень рано начала читать. Но надо ждать. А ждать нельзя. Она одна, на совет и помощь в таком деле надеяться не приходится. И вдруг неожиданное стечение обстоятельств, раздражение властей прорвалось, скандал и министерский запрет работать в городе. Два года без работы, без любимых ролей, вообще без сцены. Кажется, что и без будущего. Как не пропасть, не сойти с ума, не потерять форму, не ослабеть вконец? Но есть спутник, партнер и потребность сохранить хотя бы то, что уже есть. Так возникает дуэт. Филармонические площадки, редкие концерты. Может быть, это всего лишь дьявольское терпение, попытки не утонуть. Внезапно предложение. Ведущая роль в репертуаре
но в провинциальном театре. Передышка, и вместе с тем наказание осуществляется. Из города приходится уйти. Правда, дуэт взят в репертуар и вновь обрел полноценные сценические права. Ну что ж, пока только признание новой публики и несколько сильных ролей, обычных ролей, из тех, что рождают только волнение и тревогу. Через 2 года все опять начинает походить на ожидания, а судьба предлагает не совсем ясный выбор. Город зовет обратно. Никаких новых идей, но это город, первый план. Если должно случиться нечто важное, оно случится там. И поиск продолжается. 2 монолога Жана Кокто. Пока вне театра, только концертные площадки. Еще одна работа. Дуэт «Письма к незнакомке». По существу это вновь серия женских монологов. И судьба вроде улыбается. Новый театр и его руководительница, которая как будто готова дать работу цирковой лошади. Остается вопрос, можно ли осуществить то, к чему есть зов, в традиционном спектакле. В самом начале это оказалось возможным, хотя там был уникальный материал. Равноценного пока нет. Но уже вернулись силы. В рамках театра, который опять становится похожим на зал ожидания, рождается первый эскиз моноспектакля. Играемые в одиночестве на сцене 60 стихотворений Марины Цветаевой возрождают в городе такое же смятение, как в начале, потому что это тот же феномен. Цветаева сама по себе – взрыв и взлом, а в сочетании с особым даром новых отношений со зрителем – это тот самый клич «так нельзя, а по-другому невозможно». Сколько это продлится? Год. Больше не дадут. Однако прошло уже 10 лет, и не тем, так другим способом, но город захлопывает двери. На этот раз все свернулось довольно быстро. Испробованы все варианты, цель осталась вне досягаемости. Большие, престижные, удобные городу роли только обостряют чувство долга перед своим особым даром. Но если быть самой по себе, то лучше там, где это поощряется всем образом жизни, где все сами по себе, и где у всех есть самый широкий выбор и почти неограниченные возможности. И ведь не ее одну вытесняет город. За границей уже живут Солженицын, Бродский, Барышников, Нуреев, Ростропович и Галина Вишневская, Эрнст Неизвестный, Георгий Владимиров, Андрей Синявский, Наум Коржавин. Риск огромен. Другая страна, другой язык. Утрата профессии нависает дамокловым мечом. Нет, тут нужен другой миф. Древний иудейский ответ на высший призыв «Где ты? Вот я». Может быть, всего лишь для строительства ковчега. А может быть, для жертвы единственным сыном, то есть всем будущим родом, такой же необъяснимой, как утрата профессии, которая только и может привести к цели. Я осознала вдруг, что этот отъезд, решение покинуть пределы, что, в общем-то, это был такой прыжок в экзистенциональную пропасть, в никуда и в никогда, в некое пространство, которое не имело границ, очертаний, примет, запаха. И в никогда, потому что в тот момент, когда мы пересекли океан, и, в общем, было ясно, что, во всяком случае, в ту пору было совершенно очевидно, что никогда не пересечем его обратно. Но в никогда в том смысле, что система координат временная начиналась с нуля.
Риск себя оправдал. Есть сцена, есть зритель. И язык, оказывается, не преграда. Для пробы сыгран Моцарт по-английски. Он ведь тоже своего рода маленький принц. Главное в них обоих не возраст, не пол. Это тот всечеловек, что влечет за собой. Сальери говорит, что так нельзя. Но цель все-таки неразрывно связана с родным языком. И, наконец, первый настоящий моноспектакль. Та же, не отпускающая далеко Цветаева, но уже не эскиз в стихах, а полноценный спектакль. Как нежный шут о злом своем уродстве, я повествую о своем сиротстве. За князем род, за Серафимом сонным, за каждым тысячи таких, как он, чтоб, пошатнувшись на живую стену, упал и знал, что тысячи на смену. Солдат полком, бес легионом горд, за вором сброд, а за шутом все горб. Так, наконец, усталое держаться, сознанием перст и назначением драться, под свист глупца и мещанина смех, одна из всех, за всех, противу всех, стою и шлю, закаменев от взлету, сей громкий зов в небесные пустоты и сей пожар в груди тому залог, что некий Карл тебя услышит, рок. Спектакли редки, но эту школу мы уже прошли. Много поездок, и возможности не ограничены, хотя надо на них тратиться, и еще на что-то жить. И тогда постоянную работу и обеспеченное существование предлагает «Голос Америки». Но еще до этого происходит знаменательная символическая встреча. Они очень далеки друг от друга. Набирающий всемирную славу поэт и восхищенные его стихами актрисы, некогда нашумевшие 2-3 ролями. Но их связывает один и тот же зов к собственному голосу, к монологу. Оба изгнанники, они встречаются в Нью-Йорке. И ясно, что каждый идет своим путем, но как напоминание звучит полушутливый вопрос поэта. Что же мы будем делать с этим голосом? Новая работа обеспечивает не только надежное существование, определенный авторитет, но и гигантскую непредставимую аудиторию, к которой актриса вскоре обращается с радиомонологом. Почему мы должны быть такими храбрыми, чтобы выдерживать все ужасы тюрем и лагерей XX века, с песнями валиться во рвы и общие могилы, смело задыхаться в газовых камерах, улыбаясь путешествовать в телячьих вагонах, вести салонные разговоры со следователями о роли страха в поэтическом творчестве или выявлять импульс к сочинению стихов, написанных в состоянии ярости и негодования. А тот страх, который сопровождает сочинение стихов, ничего общего со страхом перед тайной полицией не имеет. Когда появляется примитивный страх перед насилием, уничтожением и террором, исчезает другой, таинственный страх перед самим бытием. Об этом часто говорил Осип Мандельштам. С революцией у нас на глазах, пролившей потоки крови, тот страх исчез. Чтение книги Надежды Мандельштам «Воспоминания» стали не меньшим событием, чем в свое время появление из самоздатских источников стихов самого поэта. Тем временем поездки со спектаклями продолжаются, а цветаевский монолог ложится на пленку. Пока это только аудиозапись. И вот тут, когда все готово к новому шагу вперед, актрису настигает болезнь. Та самая болезнь, проклятие человечества, с которым оно пока не в состоянии справиться. После долгого лечения болезнь удается приостановить, но за это время передуманы самые главные и самые радикальные мысли.
становится ясным, что отпущенное время может быть и не столь уж коротко, но ограничено. И тогда, наконец, скрещиваются творческие пути поэта и актрисы. В ответ на вопрос, что делать с этим голосом, выходит альбом «Что нужно для чуда», запись цикла рождественских стихов Иосифа Бродского. Что нужно для чуда? Кожуха вчера, щепотка сегодня, крупица вчера, и к пригоршне завтра добавь на глазок огрызок пространства и неба кусок. И чудо свершится. За ней чудеса к земле тяготея хранят адреса, настолько добраться, стремясь до конца, что даже в пустыне находят жильца. А если ты дом покидаешь, включи звезду на прощание в 4 свечи, чтоб мир без вещей освещала она, вослед тебе глядя, во все времена. Больше нет сомнений, какой должна быть форма обращения к зрителю. Нужно довести ее до совершенства. Служба становится помехой, ее следует оставить. И в течение следующих 10 лет рождается фундаментальная трилогия, которую завершит тот самый главный труд, к которому были направлены все силы. Трилогию откроет еще один новый моноспектакль по Цветаевой. Он сыгран во множестве городов, но теперь остается еще и в записи на видеопленку. Как живется вам с чужою, здешним ребром люба? Стыд с девесовой вожжою не охлёстывает лба. Как живется вам, здоровится, можется, поется, как с язвой бессмертной совести, как справляетесь, бедняк, как живется вам с товаром рыночным. Оброк крутой после мрамора в Каррары, как живется вам с трухой гипсовой, из глыбы высечен Бог и начисто разбит, как живется вам 100-тысячный, вам, познавшему лилит, рыночную новизною сытыли, к волжбам остыв, как живется вам с земною женщиною, без шестых чувств, ну, за голову счастливы. Нет, в провале без глубин, как живется милый, тящий, так же ли, как мне с другим. Цветаева – предтеча расковывания, разрывания цепей. Ей удается волей, страданием, творчеством ввести нас в новый мир. Есть в жизни и другая форма противостояния, пассивная, знакомящая с опытом тюрьмы длиною в жизнь. До убожества ограничен диапазон поэзии охматывает. Поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной. Любовные эротические мотивы переплетены у нее с мотивами тоски, грусти, одиночества, смерти. Но не то монахиня, не то блудница, а вернее блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой. Клеймо полумонахиня, полублудница было присвоено мне на долгие годы. Я вообще нахожу, что позорный столб без меня как-то не имеет вида. Они с ума сошли. Разве можно было так со мной бороться? Ведь теперь на моей могиле будут чудеса делаться. Меня надо было замалчивать, они же это умеют. Мне надо было подарить дачу, машину, сделать паёк. Но тайно запретить меня печатать. Я уверена, что уже через год правительство имело бы желаемый результат.
Все бы стали говорить, ну вот видите, задрала нос, зажралась. Куда ей теперь писать, какой она поэт? Так, обласканная бабенка. Тогда вы стихи перестали читать. И окатили бы меня до смерти и после нее презрением и забвением. А так никто от меня не отвернулся. Прибавилось только славы мученика. Моноспектакль о судьбе Анны Ахматовой, вторая часть трилогии. Он создается по всем правилам на зрителя в гастрольных поездках по стране и тоже ложится на видеопленку. Зрительница пишет: «Я понимаю, что по правилам надо начинать аплодировать, но в горле комок. Вероятно, и у других зрителей, потому что никто не аплодирует, руки не поднимаются». Но ведь встреча с Божественным и не предполагает аплодисментов, слезы, просветление, то, что древние греки называли катарсисом, но не аплодисмент. Дома сразу телефонный звонок. Подруга, которая была со мной на спектакле. «Прости, что я так поздно, но мне надо с кем-то поделиться впечатлением. Я просто должна с кем-то об этом поговорить». Этот спектакль. Я не понимаю, как она это делает. Она не играет, она живет, творит на наших глазах. Это было как таинство. Я столько поняла о Боге, о мире, о творчестве, чего я не понимала раньше. В начале прошлого века на Земле гостил еще один изгнанник, религиозный философ, который не помещался ни в религии, ни в философии. Богословы считали его еретиком, а философы – пророчествующим о вещах, не имеющих отношения к философии. При этом Николай Бердяев говорил, что творчество, творческое призвание человека – основная тема его жизни, и что пришла она к нему не из философствования, а как озарение, как внутренний опыт. И вот этот человек, предвидевший множество явлений, считал, что в будущем искусство выйдет за пределы своей культурообразующей деятельности, перестанет только волновать нас своими шедеврами и превратится в теургию, искусство, творящее новый мир, иное бытие, иную жизнь, красоту не как культурную ценность, а как цель жизни. В мире будут все еще творить стихи, картины и симфонии. Говорят, что в конце времен люди будут жениться и выходить замуж, продавать и покупать. И в творчестве многое извне как бы останется по-старому. Внутренне же все будет объято пламенем. Но актриса об этом не думает. Она готовит новый спектакль. На этот раз все лишнее отброшено, он так и будет называться. «Монолог». Спектакль завершит трилогию и станет апофеозом, той самой целью, к которой вел нелегкий, но единственно желанный путь. Внутренне достигнутый предел творчества. Изгнание, возможно, не самый подходящий термин для описания положения писателя, вынужденного государством, страхом, бедностью, скукой покинуть свою страну. Конечно, оно связано с необходимостью говорить об угнетении. И, конечно, наше состояние должно служить предостережением любому мыслящему человеку, лелеющему идею об идеальном обществе. Но, возможно, наша более важная функция заключается в том, чтобы быть невольной иллюстрацией удручающей идеи о том, что освобожденный человек не есть свободный человек, что освобождение – это всего лишь средство для достижения свободы, а не ее синоним. И если мы хотим играть роль свободных людей, нам следует научиться или, по крайней мере, подражать тому, как свободный человек терпит поражение. Свободный человек, когда он терпит поражение, никого не винит. Монолог. Этот театральный термин содержит, кажется, более глубокий смысл. Человек в обычной жизни не говорит монологами. Нужны особые условия, нечто катастрофическое, чтобы возник монолог. Но, может быть, смысл монолога еще шире. И в настоящем своем значении он может включать не только слова. Вся жизнь человека может стать монологом. Может и не стать. В этом смысле жизнь Бердяева, Цветаевой, Ахматовой, Бродского – несомненно, выдающиеся монологи.
Только пепел знает, что значит сгореть дотла. Но я тоже скажу, близоруко взглянув вперед, не все уносимо ветром, не все метла, широко забирая по двору, подберет. Мы останемся с мятым окошком, плевком в тени, под скамьей, куда угол проникнуть лучу не даст. И слежимся в обнимку с грязью, считая дни, в перегной, в осадок, в культурный пласт. Заморавший совок археолог разинет пасть отрыгнуть, но его открытие прогремит на весь мир, как зарытая в землю страсть, как обратная версия пирамид. Падаль, выдохнет он, обхватив живот, но окажется дальше от нас, чем земля от птиц, потому что падаль — это свобода от клеток, свобода от целого, апофеоз частиц. Тот, кому удается произнести монолог до конца и заявить о своей готовности начать его сначала, встает вровень с мирозданием. Это частное лицо, всечеловек, безымянный аноним, один из, личность, не донимающая других вопросом, что делать, и уж в любом случае не доискивающаяся, кто виноват, а достойно исполняющая свою судьбу, как Шопен, никому не показывающий кулака. И мы вместе с ним встаем лицом к мирозданию. Я проснулся от крика чая в Дублине. На рассвете голоса звучали, точно души, которые так загублены, что не испытывают печали. Облака шли над морем в 4 яруса, как театр навстречу драме, набирая Брайлем по скриптум ярости и беспомощности в остекленевшей раме. В мертвом парке маячили изваяния, и я вздрогнул, я дома, вернее, возле. Жизнь на 3/4 узнавания, себя в нечленораздельном вопле или в полной окаменелости. Я был в городе, где, не сумев родиться, я еще мог бы, набравшись смелости, умереть, но не заблудиться. Крики дублинских чаек, конец грамматики, примечание звука к попыткам справиться с воздухом, с примесью чувств праматери, обнаруживающие измену праотца, раздирали клювами слух, как занавес, требуя опустить длинноты буквы вообще и начать монолог свой заново, с чистой, бесчеловечной ноты. Я упомянул вначале, что мы, возможно, приближаемся к порогу. Вот одна из дверей. Она не заперта. Откройте, взгляните на то, что внутри. И скажете, ошибся ли я.